Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую сумку шопер крючком. Ну, конечно, ее можно использовать не только как шопер, но и для пляжа, ну и для прогулок. Кто как придумает использовать ее. Она у меня не маленького размера. Размер ее у меня получился 39 в высоту и в ширину, ну, примерно 30, но это не считая боковинок. Это вот основная часть. Передняя и задняя выполнены одинаково. Сумочка очень легкая. Сделала такие удлиненные ручки, чтобы можно было носить как в руке, так и на плече. Приятный цвет. Очень мне нравится эта сумочка и решила поделиться с вами, как я ее вязала. Вы, конечно же, можете сделать и на свой размер. Можете вывязать и свой узор. Принцип провязывания такого узора мы с вами рассмотрим в этом видео. Но вообще в этом видео мы с вами подробно, шаг за шагом вместе свяжем эту сумку. Не сказала бы, что вязать ее очень просто, но ничего сложного здесь нет. Требуется время, терпение и желание. За счет того, что боковушки такие плотные и рисунок на сумке также состоит не только из сеточки, но и из таких вот плотных элементов. Сумка не сжимается, хорошо держит форму. Очень прочная, удобная. Если вам нравится эта сумка, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо вам большое, что смотрите мои видео. Вязать сумку я буду из ниток арахно рафия, но это не натуральная рафия, а стопроцентный полипропилен. В 50 граммах 200 метров. Цвет, если кому интересно, Color 41. И крючки буду использовать двух размеров: 4 миллиметра и 3 миллиметра. Вот, понадобится 2 крючка. Итак, я уже связала одну боковушку. Вот что она себе представляет. Ширина ее у меня получилась 30 сантиметров, а по высоте 38. Если вы хотите пошире или поуже, то уже рассчитывайте на свою плотность вязания, и тогда можно набрать, если хотите пошире, еще симметрично с двух сторон дополнительные ячейки, вот эти пустые. Так, ну давайте начнем и приступаем к провязыванию, вот в моем случае, второй половинки. Итак, у меня по ширине 35 ячеек. И для этого нам нужно сейчас набрать, делаем начальную петлю и набираем 71 воздушную петлю. Берем крючок 4 миллиметра. Вяжем не туго, чтобы наш край не стягивался. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте эту цепочку наберем самостоятельно и встретимся. Итак, набрали цепочку из 71 воздушной петли и вяжем первый ряд. Он у нас будет состоять из пустых ячеек. Давайте сейчас отметим вторую петлю от крючка. Петлю на крючке мы не считаем.
Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Они нам заменяют столбик с накидом начальный. Еще одна воздушная петля арка, накид. И теперь в отмеченную петлю провязываем столбик с накидом. Вот у нас получилась начальная ячейка. Далее 1 воздушная петля, пропускаем воздушную и в следующую столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем в следующий столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда, и у нас должно получиться 35 таких ячеек. Но вы рассчитываете на свой размер, можете их количество увеличить или уменьшить. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали 35 ячеек, выполнили последний столбик с накидом, начальную воздушную петлю. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Разворачиваем. Еще 1 воздушная петля. Это арка. Накид. И в следующий столбик с накидом в вершину провязываем столбик с накидом. Выполнили первую ячейку. 1 воздушная, в следующий столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Сейчас нам нужно сделать 7 пустых ячеек. Мы выполнили 4. Так, теперь 5-я ячейка. Воздушная петля, 6-я, воздушная петля и 7-я. Вот так. 7 ячеек от края, считая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее меняем крючок на номер 3 миллиметра. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующий столбик с накидом в вершину провязываем столбик без накида. Это у нас будет, мы уже начинаем прорисовывать верхушку треугольника. В следующую арку столбик без накида, и в следующий столбик с накидом также провязываем столбик без накида. Одна воздушная петля, разворачиваем на другую сторону, и нам нужно провязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Первый, следующий столбик, второй, вяжем потуже, и в следующий третий столбик. Далее вот у нас цепочка из 3 воздушных петель, которую мы набирали перед поворотом. Вот петля, это вершина столбика.
Следующая петля вправо, это мы оставляем на арку, арка. И в следующую петлю 2 ниточки у нас сверху крючка, 1 ниточка внизу. Провязываем соединительный столбик. Затянули. Разворачиваем. Ниточку мы здесь подтягиваем, чтобы она ровненько вот здесь лежала у нас на уголочке. И вяжем снова 3 столбика без накида. Первый. Второй. И третий. За счет того, что мы набирали 3 воздушные петли, у нас сформировалась 8-я пустая клеточка, ячейка. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до треугольничка, до уголочка. Давайте рассмотрим. Вот 8 клеток. Дальше 1 клеточка закрашенная. Сейчас будем провязывать пустые ячейки. И потом у нас также будет 1 клеточка закрашенная. Итак, меняем снова крючок на более толстый, 4 миллиметра. И сейчас нам нужно провязать 16 пустых ячеек, а 17-ю мы будем формировать также за счет вот 3 воздушных петель, как мы делали вот здесь. Итак, давайте провяжем сейчас 16. Так, нам нужно сделать 1 воздушную петлю, арочку. Теперь столбик с накидом, следующий столбик. Давайте провяжем 16 ячеек пустых после вот этой закрашенной и встретимся, провяжем еще раз вместе вот такую клеточку заполненную. Итак, провязала 16 ячеек и снова меняем крючок на потоньше. Так, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В следующий столбик, столбик без накида. Теперь столбик в арочку, в следующую. И в следующий столбик. Провязали 3 столбика. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и снова вяжем 3 столбика. В вершину каждого столбика без накида по 1 столбику без накида. Второй и третий. И теперь нам нужно сделать соединительный столбик в цепочку. Давайте повнимательнее еще посмотрим. Вот вершина столбика. Вот влево мы отступили. Следующая петля, оставляем ее на арку. И в следующую 1 ниточка внизу, 2 вверху. Провязываем соединительный столбик. Затянули, разворачиваем и ниточку натягиваем поплотнее, чтобы здесь у нас не было никакого уголка и лишней никакой уплотненности не было. И вяжем в обратную сторону 3 столбика без накида. Закрашиваем до конца нашу клеточку. Все, провязали 3 столбика без накида. И снова меняем крючок на 4. 1 воздушная петля. И идут у нас 8 пустых ячеек. Столбик с накидом в следующий столбик. Давайте довяжем эти 8 клеточек самостоятельно и встретимся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда. Я провязала 7 ячеек после закрашенной клеточки, 1 воздушная петля, и сейчас нужно выполнить последний столбик с накидом. Внимательно смотрим, куда мы его будем провязывать. Вот вершина столбика, куда мы провязали предыдущий столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля, это арка.
И в следующую воздушную петлю также под 2 ниточки. 2 ниточки у нас вверху, 1 ниточка внизу. Провязываем последний кромочный столбик с накидом. Так, второй ряд у нас готов. Все потом расправится, отутюжится. Утюжить, конечно, мы будем не утюгом, а с паром или через тряпочку, сильно не прижимать. Все выровняется и будет вот такое гладкое ровное полотно. Так как это синтетическая нить, она, конечно, может сплавиться, поэтому я отпаривала парогенератором. Но можно через марлю или через какую-то влажную ткань и утюгом. Так, второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем. И еще 1 воздушная петля, это арка. В каждом ряду у нас треугольничек расширяется и прибавляется по 2 закрашенные клетки с каждой стороны, по 1 клеточке. 1 с этой стороны, 1 с этой стороны. Поэтому сейчас мы вяжем здесь, у нас будет свободных 7 клеток, но сейчас провяжем 6, а 7-ю клетку будем делать за счет 3 воздушных петель. Итак, первая клеточка. Столбик с накидом. 1 воздушная петля. Вторая клеточка. Давайте провяжем эти 6 клеток самостоятельно и встретимся. 2 сделали, еще 4. Итак, сделали 6 ячеек, меняем крючок, набираем 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующий столбик с накидом, в арку из 1 воздушной петли и в следующие 3 столбика, 1, 2, 3. Теперь в арку столбик без накида и в следующий столбик с накидом также провязываем столбик без накида. Итого у нас получилось 7 столбиков без накида. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и провязываем 7 столбиков без накида в обратном направлении. В каждый столбик по столбику. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. И теперь нам нужно выполнить соединительный столбик в цепочку из 3 воздушных. И снова смотрим, это вершина столбика, петлю пропускаем для арки и в следующую воздушную петлю соединяем, разворачиваем. Эта соединительная петля и служит нам воздушной петлей подъема. И снова провязываем 7 столбиков в обратном направлении. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали. И снова меняем крючок. Берем 4. 1 воздушная петля арка и вяжем опять пустые ячейки. Довязываем вот до этого столбика. Вот у нас закрашенная ячейка, столбик вправо,
один и второй. Провязываем сюда последний столбик во второй, вот если мы вправо отступим, делаем столбик с накидом и меняем крючок и повторяем ту же операцию, которую мы делали здесь. Также 3 воздушные петли, провязываем 3 закрашенные клеточки и довязываем уже крючком четверочкой все пустые ячейки. У нас с этой стороны получится 7 ячеек. Итак, в каждом ряду мы прибавляем закрашенные клеточки. Всего у нас на треугольник уходит по 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сбоку у нас остаются 2 свободные клеточки. Между треугольничками 5 клеточек. Вот давайте довяжем до конца первого треугольничка. И вот этот ряд уже, когда будем провязывать столбики с накидом, в столбике без накида встретимся и вместе провяжем этот ряд. Итак, вяжем сейчас 3-й ряд до конца, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й ряд. Не забываем, что эти треугольники мы вяжем крючком потоньше, клеточки вяжем крючком потолще, ячейки. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, мы с вами провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов всего. У нас получилась самая длинная сторона треугольника, 27 столбиков без накида. Все потом расправим. Так, вяжем 9-й ряд. Этот ряд у нас будет повторять 2-й ряд. Также вяжем 8 пустых клеточек, 1 клеточка заполненная. Давайте начнем вместе вязать. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем, 1 воздушная петля, арка, и вяжем столбик с накидом в следующий столбик, 1 воздушная петля, арка, накид, и теперь столбик с накидом в первый столбик, вот в уголочек треугольника без накида, 1 воздушная петля, пропускаем столбик без накида, в следующий вяжем столбик с накидом, идем по длинной стороне треугольничка, 1 воздушная петля, пропускаем в следующий столбик с накидом, так, мы провязали 4 клетки пустые. Так, все немножечко вот рассваивается иногда эта нитка. 1 воздушная петля, пропускаем столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем столбик с накидом, одна воздушная, пропускаем столбик с накидом. Провязали 7 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у нас 8-я ячейка будет образовываться 3 воздушными петлями. И потом идет закрашенная клеточка. Поэтому делаем, поменяли крючок, 3 воздушные петли. Пропускаем столбик без накида и в следующие 3 провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем,
закрашиваем клеточку и также вяжем 3 столбика в обратном направлении без накида. Теперь делаем соединение в цепочку из 3 воздушных. Вот сюда вставляем крючок. Здесь уже мы опытные, знаем, как рассчитывать петлю. Разворачиваем и 3-м рядом туда идем снова в прямом направлении. Также вяжем 3 столбика без накида и вяжем их потуже, столбики без накида. Все, клеточка готова. И продолжаем вязать пустые ячейки. 1 воздушная петля, пропускаем. Столбик с накидом, 1 воздушная петля, пропускаем столбик с накидом. Одна воздушная, пропускаем столбик с накидом. Все, продолжаем вязать. 10-й ряд у нас повторяет 3-й ряд. Не забываем здесь сделать закрашенную клеточку. И общее число клеток у нас в каждом ряду 35. 2 закрашенные, значит 33 не закрашенные, пустые. Мы с вами провязали 1 треугольничек. Вот на этой половинке у меня их 5. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали в конце полотна также 27 столбиков. И последний ряд вяжем все 35 ячеек пустыми, чтобы здесь у нас пустые ячейки, и в начале полотна также у нас весь ряд был пустых ячеек. Но вы можете сделать покороче, остановиться на 4 таких треугольничках. Смотрите по своему размеру, по плотности вязания, какой размер сумочки вы хотите получить. Итак, вяжем 2 половинки, переднюю и заднюю, вот такие прямоугольнички, но они у нас одинаковые в данном случае. И когда будут готовы, встретимся и продолжим вязать вместе. Итак, мы с вами провязали 2-ю половину сумки, сделали 5 треугольничков в высоту. Итого получилось на каждый треугольничек по 7 рядов 35 и 2 ряда сначала и в конце свободные, значит 37 клеточек в высоту. Сейчас мы отутюжим, и у нас получится вот такая же деталь. Ну вот, 2 детали сумки у нас готовы, передняя и задняя часть, но они у нас одинаковые. Вот что у нас получается пока. Сейчас нам нужно связать боковую часть сумки и донышко. Это у нас одна деталь, длинная полоска. Будем вязать ее столбиками без накида. Как рассчитать ее длину?
как мы видим, у нас ячейки не совсем квадратные, и сама деталь, хотя в ширину 35 клеток, в высоту 37, это у нас не квадрат, а вытянутая часть, за счет того, что ячейки у нас не очень квадратные. И как рассчитываем длину? Каждый ряд у нас состоит из 3 рядов столбиков без накида. Значит, в каждую клеточку у нас пустую ячейку помещается 3 ряда столбиков без накида. Здесь у нас 37 ячеек, значит, на одну боковую сторону нам нужно 37 умножить на 3, 111 рядов провязать. 111 сюда и 111 рядов на вторую сторону, второй бок сумки. 111, 111, 122. Так, а нижний край, в каждую клеточку нам нужно по 2 ряда. Здесь у нас сторона ячейки покороче, и на нижнюю сторону мы будем провязывать 35-70 рядов. Итого 222 и 70, 292 ряда нам нужно провязать полосу столбиками без накида. В ширину эта полоса, давайте вместе начнем. Буду вязать 12 столбиков без накида, ширина полоски будет. Крючок использую 3 миллиметра, так как мы ячейки провязывали, вот эти треугольнички вязали крючком 3 миллиметра. И также боковушка у нас будет связана крючком 3 миллиметра. Итак, давайте вместе начнем эту полосочку вязать. И сделали начальную петлю, набираем цепочку 12 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одна воздушная петля подъема, и во вторую петлю от крючка, петлю на крючке мы не считаем, 1, 2, провязываем первый столбик без накида, 1, в следующий второй, в следующую петлю третий, четвертый, пятый. Если вы хотите сделать поуже боковую часть, то набирайте количество петель, которые вам больше нравятся. Так, в следующую петлю шестой, седьмой. Также потом все отутюжится, будет ровненько. 8, 9, 10, 11 и в начальную петлю последний 12 столбик. 12. Все, провязали 12 столбиков без накида. Одна воздушная петля подъема, разворачиваем и во вторую петлю вот эту пропускаем в первый столбик. 1, в следующий 2, и в каждом ряду у нас должно быть по 12 столбиков без накида. Так вяжем до нужной длины. Конечно, количество рядов мы в процессе вязания не посчитаем, будем тут забывать путаться, поэтому можно связать не до конца, но приблизительную длину полоски. Начнем пришивать, потом к сумке ее уже соединять детали, и в крайнем случае можно будет надвязать еще несколько рядов, если не хватит. Ну, кто-то, может быть, пересчитает эти ряды.
Итак, еще здесь мы вяжем, в каждую клетку рассчитываем по 3 ряда столбиков без накида, по короткой части по 2 ряда столбиков без накида, чтобы наша сумочка была не стянутая. Все, вяжем. Таким образом провязали 12 столбиков, воздушная петля подъема, разворачиваем и снова провязываем 12 столбиков. Так вяжем длинную полоску и встречаемся. Итак, я провязала боковушку и сразу ее уже пришила к одной половинке. По ходу пришивания я немножечко ее довязывала, и все, у нас тут хорошо сошлось теперь. Вот что получается. Как я пришивала, прикрепляла, соединяла детали между собой, покажу чуть позже. Сейчас нам нужно связать ручки для сумочки, и потом буду прикреплять вторую половинку вместе с вами. Это у меня как примерочный такой вариант был. Итак, одну ручку также я уже связала. Она вяжется аналогично тому, как мы вязали вот эту узкую полосу, боковинку, столбиками без накида. Единственное, что ширину мы делаем не 12 столбиков, а 6 столбиков в ширину. И после того, как свяжем, максимально растягиваем ее и отутюживаем. Так как сумочка у нас все-таки предназначена носить какой-то груз, ручки растягиваются, и поэтому мы сразу их при помощи утюжка и пара растягиваем. Длина такой ручки у меня получилась 43 сантиметра, но вы можете это регулировать также на свой рост и предпочтение, какие ручки вам больше нравятся. У меня 43 сантиметра. Так, ну давайте начнем вязать вместе вторую ручку. Вдруг кто забыл, как начинать вязать. Итак, крючок используем также 3 миллиметра. Крючок 4 миллиметра нам больше не потребуется. Можно его уже убирать в сторонку. Им мы вязали только пустые ячейки. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна воздушная петля подъема, и во вторую петлю от крючка провязываем первый столбик, в следующую петлю второй, так, в следующую третий. И так у нас в ряду должно получиться 6 столбиков. Четвертый, пятый и шестой, последний столбик. Вот он у нас попадает на начальную воздушную петлю. Провязали 6 столбиков. Одна воздушная петля подъема, разворачиваем. И также, начиная с первого столбика вершину, провязываем в каждый столбик по столбику без накида. И также у нас будет 6 столбиков. Третий, четвертый, пятый. Так, рассвоилась. И последний, шестой. Все, провязали 6 столбиков. Также делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем и в каждом ряду провязываем по 6 столбиков. Так вяжем до нужной длины и сразу отутюживаем и максимально растягиваем. Давайте провяжем 2 ручки и начнем собирать нашу сумку воедино, все детали. Ну вот, у нас готовы все детали. 2 ручки, 2 половинки, передняя и задняя, и боковая часть.
И мы переходим к самому приятному этапу работы. Близимся к завершению. Когда начинали, не видели конца и края, а сейчас уже наша работа подходит к концу. Как я уже говорила, я привязала с одной стороны уже вот эту боковую длинную ленту для эксперимента, для пробы. И сейчас мы с вами вместе соединим вторую боковушку. Так, у нас елочки смотрят вниз, значит, также и поворачиваем и вторую сторону, чтобы половинки были одинаковые. Ручки пока отложим в сторону, мы их будем пришивать уже в конце, когда соединим саму сумку. Итак, поворачиваем стороной, вот к нам смотрит вот эта сетка, а внизу у нас идет сама полоска. Так, берем отдельную нитку, хвостики будем прятать потом в конце работы. Возьмем крючок потоньше и все аккуратненько спрячем. Крючок также использую 3 миллиметра. Вставляем крючок в уголок и прикрепляю нить. Прикрепили. Так, это пока уберем. Так, берем теперь полоску и вставляем крючок также в уголочек. Давайте здесь провяжем для более надежного крепления столбик без накида. Так, и теперь, как я уже говорила, в каждую клеточку мы будем провязывать по 2 столбика в каждую ячейку. Теперь вставляем крючок в ячейку, подхватываем нить, вытянули. Вверх ее приподнимаем и вставляем крючок теперь в следующий ряд полоски. У нас каждый ряд хорошо просматривается, и потихонечку, не пропуская, в каждый ряд вставляем крючок. Вытянули нить и сразу ее протягиваем через 2 петли на крючке. Так, нить у нас натянута. Снова в пустую ячейку вставляем крючок, вытянули. Переходим к полоске, в следующий ряд вставляем, вытянули рабочую нить и протянули через 2 петли на крючке. Далее вставляем крючок в вершину ячейки, уже как бы в сам столбик, вытянули в следующий ряд. И так потихонечку, не торопясь, не пропуская ряды, чтобы у нас не было перекоса со второй стороной, не было такого крена. Теперь 2 столбика провязываем в пустую ячейку. Благодаря вот такому способу соединения, так, сейчас второй сразу провяжу. И потом в столбик, вот в самый уголочек клеточки. Вытянули. И в следующий ряд. Так, потихонечку вяжем до уголка. И благодаря такому способу у нас получается вот такой шовчик. Он у нас выпуклый. И уголок получается такой явно выраженный.
Вот что у нас должно получиться. Доходим до нижнего уголочка. В последнюю нижнюю клеточку провязываем 2 столбика по стороне в уголочек, и по нижнему краю сумочки мы в каждую ячейку будем провязывать не по 2 столбика, а по одному. Итого получится здесь 1, 2 в уголок и 4 также в эту ячейку. Здесь также идем в каждую вот петлю, из которой столбик выходит, и в каждую ячейку по одному столбику. Если по боковой стороне мы провязываем каждую ячейку по 2 столбика, в нижнюю, на нижнем крае сумки по одному. Все, вяжем, привязываем, соединяем эти 2 детали между собой и встречаемся. Итак, мы соединили между собой 3 детали. Вот что у нас получается. Все аккуратненько, ровненько. Смотрим, чтобы не было никакого перекоса. Так, нитку сейчас мы не отрезаем. И продолжаем этой ниткой делать обвязку верхнего края и пришиваем ручки. Давайте сейчас отметим серединку треугольника, среднюю клеточку. Так. Вот центр треугольничка. Так, еще раз проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Вот центральная клеточка. И также отметим на следующем треугольничке. Это у нас центр ручки. Ручка будет располагаться вот напротив серединки треугольничка. Итак, воздушная петля подъема. Вяжем крючком также 3 миллиметра. Несмотря на то, что мы вязали клетки эти крючком 4 миллиметра, сейчас возьмем номер потоньше крючок, чтобы край был не растянутым. Воздушную петлю провязали. И теперь столбик без накида в следующую ячейку под арку. В следующий столбик, столбик без накида. Можно наоборот обвязывать рачьим шагом, идти назад, пятиться. Так будет край еще прочнее, пожестче будет. Ну, сейчас делаю так. Так, в следующую арку столбик без накида. Если край немножко стянутый, то потом при помощи утюжка он растянется. Но также сильно сейчас стягивать не нужно. Мы и так взяли крючок потоньше в столбик, столбик без накида, в арку, в столбик, в арку, в столбик, в арку, в столбик, в арку, столбик, в арку, в столбик. Так, сейчас у нас осталась одна клеточка перед отмеченной, и сейчас мы будем прикреплять ручку. Давайте, наверное, сделаем вот так, сложим лицевыми сторонами. Но вот эта лицевая сторона на ручке, это не имеет значения. Поворачиваем, вставляем крючок в первую петлю на ручке и в столбик на сумке. Столбик без накида доделываем. Так, теперь в следующую петлю на ручке и в арку. Провязали столбик без накида. Следующий столбик.
Давайте здесь мы вставим, пропустим столбик и в следующую арку провяжем 2 столбика. Первый, вставляем в ручку, не забываем, и сюда же в эту арку второй столбик. Так, вставляем в ручку в следующую петлю, в 5-ю, столбик пропускаем в арку, и в последний столбик на ручке вставляем крючок в 6-й. Так, здесь надо под 2 петли вставлять. Угу. И в следующий столбик. На сумке. Все, провязали 6 столбиков без накида. Ручка наша зафиксирована. И продолжаем делать обвязку. Просто столбик без накида в арку, в столбик, в арку. Вот такая ручка у нас. Потом тут все отутюжится. Но здесь аккуратненький у нас шовчик, крепкий, надежный. Доходим до следующего маркера и также присоединяем. Смотрим, чтобы ручка была не перекрученная. Вот так мы с вами здесь также и прикрепляем. И идем по кругу. И когда подойдем ко второй стороне, также отметим маркерами серединку треугольников и пришьем там вторую ручку. Делаем обвязку до конца. Здесь делаем соединительный столбик, откуда мы начинали вязать этот ряд. Отрезаем ниточку, прячем все хвостики, какие у нас получились в процессе вязания. Сумочку можно еще отутюжить, отпарить аккуратненько, дать ей остыть в правильной форме, чтобы она была. Давайте доделаем нашу работу самостоятельно и встретимся, посмотрим, что у нас получилось. Ну вот такая сумочка у нас с вами получилась. Как видите, вязать ее несложно. Не сказала бы, конечно, что быстро, но мы с вами справились. Давайте измеряем, сколько ниток у нас ушло. Так, вот 160 грамм. Так, ну да, 165 грамм. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек и до новых встреч!